Здравствуйте, наши уважаемые зрители. Давно уже я не выкладывал видео с полетами. Почти год уже. Вот, с полетами сейчас есть некоторая напряженность. Вот. Ну, у нас сегодня посылка из Китая. Распаковка самолета, крыло. Ну, китайцы его назвали в переводе призрачный гонщик. Нет, боец. Призрачный боец. Вот посмотрим, что здесь нам прислали. Вот такая вот упаковочка. Наклейки. Ну, коробка пришла почти неповрежденная. Это похвально. Центроплан. Крыло очень красивое. Вот пластик на ощупь упругий такой и плотный. Плотный и упругий. Вот отсек для батареи. Батарея здесь размещается по центру. Тут так вот спроектировали центроплан. Обычно батарея поперек. Вот, а в этом самолете, ну, я посмотрел по картинкам, она размещается по центру, вдоль, как бы, да. Ну, хотя не знаю, потому что после сборки этого крыла мы потом посмотрим, как это будет удобнее сделать. Так, вот что-то закрыл, как-то не так, уже не закрывается. Да, что-то не так сделал. Ну ладно. Вот стабилизаторы вертикальные. Крыло. Комплект кит, то есть он без электроники, без моторов. Ну, мне это не нужно, потому что у меня есть все необходимые комплектующие, сервомашинки. То есть комплект пришел просто вот чисто, так сказать, из пластика, из пенопласта. И всякие крепежные элементы. Крепление для мотора. Вот, собственно говоря, и все. Самолет очень простой, по, так сказать, по принципу своему. Легко собирается, склеивается. Я только я не нашел почему-то вот эту центральная, вот здесь должна быть. Может, она здесь лежит? Нет. Почему-то нет одной детали. Усилитель вот здесь должен быть. Вот тут такая вот идет такая вот прорезь, и сюда ставится стержень такой ставится.
Стабилизаторы закрепляются вот так по бокам. Вот так вот все склеивается. Здесь все склеивается. Размер у крыла здесь 45 сантиметров. Нет, здесь 95 сантиметров, здесь 45. 95, 45. Вот. Есть гнездо, два гнезда для установки камеры. То есть обычно в такого рода крыльях делают одно там центральное, нос открывается. Здесь вот два гнезда. Ну, кстати, и на центр тоже можно камеру установить. То есть можно 3 камеры поставить. Не знаю для чего, но в принципе так вот предусмотрено здесь. Вот такая вот моделька. Досталась она мне по распродаже. Сейчас большинство китайских магазинов перестали продавать в Россию самолеты свои. Вот. А, так сказать, несколько магазинов продают в Россию, ну, по очень прям чудесным ценам. Потому что вот это вот распродажа я приобрел за 2750 рублей. Что можно сказать, что почти что да. Ну, в данный момент это крыло тоже можно на Алиэкспресс купить. Оно где-то порядка 3000 рублей стоит с доставкой. Вот, единственное, я вижу, что в комплекте не хватает вот этой карбоновой трубки. Ну, по всей видимости, забыли положить. Ну, я что-нибудь придумаю. Вот. Осталось крыло собрать и испытать. Вес взлетный позиционируется как 220 грамм. Хотя вот так вот я смотрю, ощущение, что будет побольше, потому что, ну, батарея, одна батарея только будет весить там, ну, грамм 100 минимум батарея будет весить. Поэтому, скорее всего, 220 грамм это не взлетный вес, а это вот такой вот вес, без батареи, без оборудования. Ну, в любом случае, крыло легкое. Вот, наверняка оно будет очень летучее, позволяет летать, как в FPV очках, потому что камеры здесь, места для установки предусмотрены. То есть можно сделать комплектацию любую. Можно и вокруг себя полетать просто для удовольствия, а можно полетать, так сказать, на некоторые там небольшие расстояния FPV полета. Ну, я думаю, что до полетов дело тоже дойдет. Вот, пожалуй, все, что хотел вам показать, рассказать. До новых встреч, до свидания.